Доброго здоровья всем пчеловодам! Сегодня поговорим на тему осенних слетов. Я эту тему никогда не освещал на своем канале и мало ею интересовался, потому что у меня никогда не было слетов и как-то не приходилось даже интересоваться, что это такое. В представлении всегда было понимание того, что пчелы просто улетели. И я для себя всегда имел такое объяснение, что улетают они у других, скорее всего, потому что обрабатывают от клеща плохо или есть какие-то болезни. И здесь я скажу одну такую мысль, очень неглубокую, а, которая, наверное, будет особенно для тех, кто всегда ждет сенсации, последней каплей, и они, может быть, выключат. Но дело в том, что некоторые сенсационные вещи в этом видео таки будут. Так мысль следующая. Почему пчелы улетают? Ответ очень простой. Значит, им в улье конкретно плохо, поэтому они приняли решение улететь. Мысль не глубокая, но она полностью отражает сущность самого процесса. Итак, что же сегодня нового я расскажу в этом видео, чего не знают многие пчеловоды. Во-первых, в пчеловодческой литературе, которая не только ограничивается нашей страной, какими-то соседними странами СНГ, если брать всю мировую литературу по пчеловодству, то есть два понятия слета. Первое понятие – это слет как коллапс пчелиной семьи, то есть из ряда вон выходящее положение, состояние семьи, как особь самой семьи. То есть нет понимания того, что пчелы просто взяли, вылетели и разлетелись. Есть такой монотонный, постоянный отход пчел, когда пчеловод заглянул, скажем, в понедельник, увидел 4 рамки пчел, заглядывает через неделю, осталось на одной рамке кучка пчел, может быть матка там, то есть конкретный такой растаивание, мы говорим, семья стаяла, стухла и так далее. Вот это тоже называют осенним слетом. Почему так? Ну, потому что понятие такое не я придумывал, встречается действительно в литературе, в статьях такое понятие, как осенний слет пчел, когда их просто не стало, когда они стухли от внешних факторов. И следующее понятие, второе, это уже непосредственно тот слет, который мы себе представляем, что семья взяла и улетела. Но не все так просто на самом деле. Я задумался над таким вопросом и некоторыми противоречащими факторами. Мы знаем, что пчелиная семья – это высокоорганизованный организм, высокоорганизованная колония, у которой ничего не бывает просто так. Если какая-то пчелка куда-то полезла или полетела, она это делает с определенной целью. Вся семья работает как один целый организм. И почему же эти умные создания, когда они в мае, июне, июле и так далее, там все лето роятся, улетают, они себе подбирают жилье, они туда посылают разведчиков, квартирмейстеров, которые летают, смотрят, выбирают, и когда все в порядке, они прилетают на соседнюю веточку какой-то яблони, куда привилась уже матка с вышедшим роем из семьи, и тогда целенаправленно улетают, потому что они хотят жить, они подыскали для этого определенные условия подходящие, и они целенаправленно улетели, оставив в этом улье, откуда они улетели, тоже жизнь, заложив маточники, оставив там половину пчелиной семьи. Почему же такая высокая организация вдруг осенью? Первое, о чем я подумал, я никогда не видел в сентябре раев. Даже чтобы просто кто-то снял видео и выложил, как это бывает с мая месяца, вот посмотрите, рой сидит. То есть никогда пчелы не вылетают на дерево. Дальше мы никогда не видим, чтобы, допустим, пчелы куда-то прилетали в ловушку или в улей. Кстати, этот год, он уже как исключение, настолько идет огромный сбой в природе, пчеловодстве, что уже даже один из ребят, подписчиков в моем телеграм-канале, точнее телеграм-группе, на которую вы можете подписаться, очень просто, перейдя в первом комментарии или в описании под видео, подписаться на телеграм-группу, где очень много интересных обсуждений, вы можете получить ответы на свои вопросы и много полезностей, таких как бесплатные книги, статьи и многое другое. Так вот, там один парень показал, как у него прилетел рой, прилетела семья в улей, который у него стоял с пчелами. То есть такие ситуации уже бывают. Но, возможно, это как исключение из правил. Массово о таких перелетах целенаправленных, планомерных я не видел и не слышал. Ко мне никогда не прилетали пчелы, и от меня никогда не улетали, и никто из пчеловодов не показывал видео. Посмотрите, начался осенний слет, моя семья начинает вылетать, не знаю, что делать. Итак, разберемся с некоторыми основными теоретическими понятиями, как понять, что семья реально слетела. То есть вот этот второй случай, когда семья улетела. Во-первых, там есть и мед, там может быть и расплод.
а может и не быть, но там нет запчастей пчел. То есть гуляет одно видео, которое там набрало бешеное количество просмотров, так как автор сказал, ну вот теперь точно знаю, от чего бывают слеты. На самом деле это не слеты, а просто осы разрушают пчелиные жилища. Эту тему мы тоже не можем исключать. Да, есть и осы, и шершни. В последнее время они также очень много атакуют те регионы, где стало южнее, теплее. То есть юг пришел в эти регионы, климат изменился. И, соответственно, получается, что осы и шершни наиболее стали докучать. Но если у нас нет останков пчел на дне улья, нет пчел перед ульем, то есть нет следов борьбы, следов какого-то разрыва, поедания пчел, хотя бы лапки должны остаться, то и ос мы также не видим, плюс предприняли меры, вытравили ос в округе и так далее, то тогда получается картина маслом. Пчел нет в улье. Куда же они подевались, куда они улетели, где нам искать этих пчел и как это все происходит. Это видео как раз для тех, кто так же, как и я, долгие годы для себя просто сделал такую пометочку. Ну, осенний слет, это, наверное, они улетают от клеща, от болезней, от плохих кормов, от каких-то внешних раздражителей и всего того подобного. Начали придумывать и по вышкам 5G, и по каким-то электромагнитным излучениям, и климату, и всего того подобное. Послушайте, друзья, если бы действительно их в этом улье что-то раздражало, то на момент, когда они были еще в прекрасном состоянии, огромной силой, массой своей, когда была теплая погода, они бы взяли и улетели оттуда, потому что пчелы, у них есть, как у кошки, чувство своего дома, своего жилища. Они прилетают всегда на то место. Уберите улей, поставьте его куда-то далеко, где-то там за несколько десятков метров. Очень много пчел будет кружиться, искать свой улей, потому что это их улей. Поставите вы туда ящик или пустой улей, они будут туда залетать. Почему же осенний слет? Это обсиженное жилище, куча меда, все прекрасно. И они взяли и улетели. Так вот, последнее исследование, последние современные возможности, которые есть у нас, это видеонаблюдение круглосуточное, это взвешивание на весах, различные датчики, показали, что на самом деле осенний слет – это совершенно неорганизованный вылет пчел. Пчелы улетают как единично, так и небольшими группками, так и массово, просто разлетаются. Суть в том, что что-то является причиной, которая вызывает у них отторжение или правильнее, наверное, сказать, стирает понятие это на феромонном уровне, что это их жилье. То есть они настолько чувствуют себя совершенно по-другому, перестроен их инстинкт, восприятие, оно, можно сказать, разрушено. То есть колония не чувствует себя целостным организмом, и она не чувствует, что это ее дом. Она покидает вот эти все признаки, факторы, которые до сих пор еще продолжают исследоваться учеными, такие как и уровень заклещенности, и различные бактериальные нагрузки, инфекционные, вирусные нагрузки на семью. То есть семья, которая слетела, обязательно должна поддаваться глубокому анализу для того, чтобы посмотреть, что же находится там внутри улья на бактериальном уровне, состав кормов, еще какие-то, может быть, там определенные пестициды с полей, что также является очень огромным минусом на сегодняшний день, бьющим по пчелиным семьям и целым огромным пасекам. Так вот, все эти данные, которые на сегодняшний день уже смогли зафиксировать, показывают, что слет происходит, их еще стали в последнее время, те, кто этим занимается, называть ночными слетами. Не просто осенние слеты, а ночные слеты. То есть пчелы улетают ночью. Это удалось зафиксировать при помощи камер, которые постоянно следили за ульями. У меня, кстати, тоже камера стоит всегда на пасеке, снимает, и на этой камере я могу увидеть состояние семей. У меня бывали случаи, когда я уехал, несколько дней не был на пасеке, и думаю, зайду посмотрю, как там мои пчелки. Захожу и на камере вижу, рой вылетает. Причем тогда еще камера у меня была не такая мощная, потом я поставил 30-кратную с 30-кратным зумом, и я навожу теперь на каждый литок и вижу, что там происходит. Мне это интересно, и получается, что в тот момент той камеры не было, но я увидел движение, увидел туман пчел, и я быстро поехал на пасеку и увидел привившийся рой на соседском дереве. Благодаря камере семья была спасена. И таким образом остальные все раи тоже я вижу, когда что происходит. То есть примерно там от 11 до 12 часов, заходя на камеру, можно увидеть это движение. Что же зафиксировали ночные камеры? Они зафиксировали, что осенние ночные слеты происходят очень-очень рано, утром,
на рассвете, когда только-только начало сереть, потому что поляризация зрения пчел позволяет летать уже при минимальном освещении. И именно в этот момент они улетают. То есть, по сути дела, слет пчел никто не видит, потому что в это время пчеловоды и осенью-то редко на пасеке уже бывают, основные работы сделали, холодно, чего там торчать, а рано утром тем более. Поэтому это и объясняет, что слеты, они не были замечены. И таким образом, друзья, когда у нас улетает часть пчел или же вся семья разлетается, у нее, кроме того, что уже потеряно это феромонное единство внутри семьи, целостность колонии, у нее также еще потеряно единство и за пределами. Пчелы не собираются где-то на ветку или не летят роем, они просто разлетаются поодиночке. Они могут пролететь километр, 2-3, могут упасть где-то просто от окоченения, потому что это происходит также в прохладные утра. Все это приводит к тому, что семья просто массово где-то рассеивается и теряется. Как правило, эти пчелы никуда не долетают и никуда не перелетают. Очень редкие случаи, когда они действительно перелетают в соседний улей. Кстати, при слете действительно часть пчел разлетается по соседним семьям, и незаметно для пчеловода, там горсточка туда, 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 они могут рассредоточиться просто по ульям. Что вызывает действительно такие разлады в семьях? Ученые продолжают над этим ковыряться. Все причины мы и так знаем, я их даже озвучил. Поэтому все, что нам необходимо на сегодняшний день делать, это не вызывать у пчел никаких вот этих вот внешних раздражителей, вовремя обрабатывать от клеща, а также не переутеплять гнездо, а также не делать там сквозняки, чтобы у нас был температурный режим нормальный, как влажность, так и температурные показатели. Очень часто при таких вот слетах матка остается в улье, очень часто она также покидает улей. То есть это все настолько происходит по-разному, что нет четкой какой-то логической взаимосвязи и последовательности. Я же вас попрошу, тех, кто досмотрел это видео до конца, напишите, пожалуйста, комментарий. Возможно, вы знаете какую-то ситуацию, у вас были слеты или у кого-то из ваших знакомых. Это позволит максимально дополнить видео информацией, различными примерами. И те, кто читает комментарии при просмотре этого видео, они смогут увидеть различные истории, которые вы туда напишите. Всем спасибо большое за внимание. Желаю вам крепкого здоровья и успешной зимовки вашим пчелкам. Всем пока!